Я умничка, браво. Твой золотой кот. А, Всем привет. Давайте сегодня с вами немножечко поговорим об уме лошади. Как определить, умная у вас лошадь или нет? Для того, чтобы уже говорить про конкретные вещи, давайте чуть-чуть поговорим о теории. Совсем простыми словами. Итак, молодец. Итак, весь разум млекопитающих можно разделить на два типа. Либо это то, что наследуется. Очень много таких животных, например, кошки и собаки из тех, что нас окружают, они получают очень много инстинктов от своих предков и живут по этим инстинктам. Например, кошку не нужно специально учить охотиться на мышей и так далее. Они очень много информации получают от предков в виде генов, и эту информацию просто реализуют. Поэтому дополнительного обучения для них не нужно. Есть другой тип мышления. Это мышление, которое основано на обучении. Ну вот, нас усиленно не хотят считать лошадьми, нас ищут другую лошадь. Жор, сделай шаг, пожалуйста. Давай. Вот так. Вот так, чтобы камера смотрела на нас, а не на других лошадок. Потому что они двигаются, и камера поэтому ловит их. Итак, второй тип мышления характерен для животных, у которых маленькое количество информации передается по наследству. Например, там инстинкт сосания и так далее. К этому типу животных относимся мы, люди, а еще к этому типу животных относятся лошади. Поэтому для того, чтобы лошадь что-то знала и умела, она с рождения обучается. Когда лошадь живет среди других лошадей, она обучается от них. Когда человек берется обучать лошадь, он обучает ее тому, что нужно человеку знать и уметь. Да. Поэтому для того, чтобы лошадь чему-то научить, ее нужно учить. Лошади от природы не несут в себе практически никакой информации. Единственное, что они получают от предков, это способность к галопу. Это единственный аллюр, который наследуется. Потому что когда же ребенок еще только стоит, он уже может убежать от опасности галопом. А шагом ходить, бегать рысью и всему остальному лошади обучаются. И для того, чтобы они могли научиться всему, им нужно максимально предоставлять такую возможность. Конечно, частично мы можем перекрыть эту потребность в обучении за счет того, что мы просто в хороших условиях содержим лошадь, то есть она много очень двигается, общается с другими лошадьми, да, ты такой ласковый, ты такой замечательный конь, да, да. Она много общается с другими лошадьми, и за счет этого она получает знания от них. Вот, например, когда мы говорим о том, что лошади животные жертвы, вот они об этом не знают, когда они родились. Они учатся пугаться, они учатся убегать от своих других лошадей, с которыми они общаются. Если же ребенок, например, от старшей кобылы живет, и живет не в диком лесу, а живет среди людей, то, скорее всего, он просто не будет знать того, что он должен чего-то там пугаться. Вот это хороший пример того, что на самом деле все стереотипы и все остальное, что мы знаем про лошадей, это, как правило, сформировано за счет того, что они научились чему-то друг у друга. Зайенька, не надо к камере идти. Ты зайчонок, ты золотой конь. Поэтому для того, чтобы лошадь что-то умела, ее нужно учить. Не нужно ждать, что лошадь сама по себе будет что-то уметь. Да, ты золотой, ты золотой. Всему абсолютно лошадь нужно учить. Лошадь нужно учить ходить шагом, лошадь нужно учить ходить, бегать. Если частично они могут это научиться в табуне, скажем, просто передвигаться по прямой, да, шагом или рысью, то для того, чтобы лошадь могла общаться с нами, бегать там на небольших вальках, а не просто по прямой, разворачиваться или еще что-нибудь делать. Так вот, ты меня научи, пожалуйста, не съешь. Спасибо. И для того, чтобы они могли что-то научиться делать, их нужно этому специально учить. Например, научить лошадь бегать по кругу с внутренним постановлением. Потому что если она будет бежать с внешним постановлением достаточно долгое время, это будет колоссальная нагрузка на внутреннюю заднюю ногу, на скакательный сустав, который будет разрушать скакательный сустав лошади.
Поэтому ее нужно научиться бегать с внутренним, научить бегать с внутренним постановлением и так далее. То есть абсолютно всему лошадь нужно учить. Теперь давайте поговорим о том, умная у вас лошадь или нет. На самом деле все зависит только от одного фактора. Научили вы ее чему-то или нет. Поэтому, если мы говорим, если вы хотите, чтобы ваша лошадь была умной, значит, ее нужно обучать. Если вам достаточно, чтобы лошадь делала какие-нибудь примитивные вещи, там, просто давала на себе кататься или еще что-то, ей не нужно для этого много ума, и поэтому вам достаточно будет обучить ее тому необходимому минимуму, который, ай, тому необходимому минимуму, который нужен вам. Но чем более умную лошадь вы хотите, тем больше вы должны вкладывать в нее времени, знаний, сил, стараний своих. И чем умнее, чем больше вы будете в лошадь вкладывать, тем умнее лошадь будет. Но нужно, конечно, тут помнить об одном обратном эффекте. Чем умнее лошадь, тем более требовательна она в жизни. То есть, допустим, она голодная в это время, у нее нет еды, она найдет себе выход там из левады, пойдет гулять и искать себе сама добывать еду. У нас кони живут на большой очень территории, где они могут бегать, играть, замечательно себя при этом чувствовать. У них есть свободный доступ к еде и к воде. А еще у них есть друзья. Поэтому они у нас буквально вот ниточки натянуты. Это ниточки хоть и электропастуха, но он у нас никогда не подключен. И они никуда не сбегают, потому что у них все хорошо. И поэтому им не надо никуда бежать. И поэтому наши лошади остаются все время внутри. Не потому что они не хотят найти выходов, то есть потому что им не нужно искать другой вариант. И у них все хорошо, им все замечательно. Да, 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 да. Вот такие у нас замечательные кони. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша лошадь была умной, ее нужно этому учить. Насколько умная будет лошадь и насколько умной вы хотите сделать свою лошадь, зависит только от вас. Вот мы, например, своих лошадей ждем, чтобы они были очень умными, поэтому мы их даже учим читать, считать и многим другим вещам. У нас есть на канале соответствующие видео. Если хотите, если вам будет интересно, мы покажем, как этому всему обучать. И ваши лошади могут даже всему этому научиться, если вам это надо. Если вам нужен примитивный средство для передвижения вашей попы, это ваше право, это ваша лошадь, и только вы можете решать, что же с ней делать. Спасибо за внимание.